Народ, всем салют! Снова рад вас приветствовать в новом видео. Мы никуда не уезжаем, мы тут находимся, пишем. Тут Виталика достаю. На этот раз мы коснемся компрессоров, я думаю, вы уже из названия поняли. Виталик уже их много перемацал, поэтому сейчас он расскажет свое впечатление о каждом компрессоре, какие фирмы ему нравятся, а какие нет. Поэтому по традиции чай, печеньки, пельмешки, все, усаживайтесь поудобней и будем начинать. Итак, вот у нас ряд компрессоров. Сейчас Виталик по ним пробежится и расскажет о их плюсах и минусах. Ну и параллельно он сразу расскажет, какие компрессора ему попадались в жизни, какими он остался доволен, а какие сразу выкинул на помойку. Ну я шучу, конечно, он их отремонтировал и куда-то пристроил, но обо всем сейчас он нам расскажет. Ну вот, допустим, начнем с первого. Ну это чемпион компрессор. Скажу так, это китайский компрессор для небольших аквариумов. Относительно работоспособность есть у него, ничего не могу сказать особо плохого, но он недолговечный. А по шумности? По шумности шумный. С двумя, вот у меня в данный момент с двумя оборотами меньше-больше делается. Как бы относительно, если там для начинающего аквариумиста, этот компрессор пойдет. Запчастей, ну я сталкивался с проблемой запчастей на этот компрессор. Ничего не могу сказать. Диафрагма в середине ходит на нем недолго. Он со временем начинает у него падать поток воздуха, и он плохо качает воду. Ой, воздух. На глубокую аквариум он не прокачивает. Но это как по мне. Для маленького аквариума. Да, для маленького аквариума. Вот Шебо. Относительно тоже, он тоже с регулировкой, хотя он маленький, тоже есть регулировка у него больше-меньше, ну, только два положения. Тоже для маленького аквариума, тоже такая, ну, средней паршивости, будем так говорить. Для начинающего аквариумиста пойдет тоже недолговечный, особо недолговечный. У него тоже изнашивается сама диафрагма, та, которая качает сама резинка. По запчастям, скажу честно, я на него не покупал, но видел в интернете, натыкался. Но я бы не сказал, что они особо дешевые. Не компрессора, а резинки. Мембраны эти, да? Мембраны, да. Это, ну, тоже Viasat, ну, тот же самый Atman. Это двухканальный. Есть одноканальные. Этот у меня с такой регулировкой. В три положения нейтральное. Больше, меньше положений. Есть одноканальные. Ну, как бы... По шумности шумный. По производительности? По производительности хороший, не могу ничего сказать плохого. Но он шумный, по запчастям на него запчасти есть. Это как бы компрессор покупался еще до войны, поэтому как бы этому компрессору он у меня уже года, наверное, 2 или 3. Компрессор неплохой, тоже есть с регулировкой на два положения. Шумный. По ремонту не знаю, запчастей у нас на него нету. Достался мне, друг с России привез, работал в России, привез. Так как знает, что я занимаюсь аквариумистикой. Компрессор Шего. Одноканальный. Сейчас у меня эти обслуживают аквариумы двухканальный. Сам по себе компрессор очень хороший. Очень хороший. Этот был привезен из Израиля. С тем же моим фильтром QQ. Но у нас они тоже есть такие. Это модификация, там их 5 или 6 видов этих Шего. Мне он нравится. У него очень большая производительность. У него очень долговечные сами мембраны, вот эти мембраны, все. Только надо его периодически разбирать и чистить. Потому что никто не обращает внимания, что вот эти вот фильтрующие элементы забиваются. Вот он вытягивается это. И закачивается туда грязный воздух. Вот это вот должно быть белое. Это он грязный. Его надо периодически мыть. Он был просто у моего товарища, поэтому я его еще в порядок не приводил. Тетра. Та же самая херня. Тоже надо чистить постоянно фильтр. Не нравится он мне. Он тихий, относительно тихий. Нормальная у него производительность, ничего не могу сказать. Это у меня, по-моему, 150. 150. Да, сотый. Хороший, но у них есть много болезней. Первая болезнь – хрупкий корпус. Очень хрупкий корпус. Если где-то упадет или кто-то толкнет, побьется сразу. Здесь я не помню, на этом видно или нет. Нет, на этом не видно. Потом у них проблема вот этот сосок. Постоянно отламывается этот сосок. Здесь он уже у меня переделан. Здесь я уже делал свой. Приклеил что-то, да? Ну я трубочку, я высверливал дырочку туда, подбирал трубочку, сампулки с гелевой. Подбирал, запрессовывал, наклей заклеивал, и теперь он ходит.
у них очень часто отламываются эти соски. Они тонкостенные и очень хрупкие, очень хрупкие. Плюс ко всему, он сам по себе, корпус у него слабый. По поводу мембран в середине скажу так, что как бы, ну, у меня работали они долго. Менял один раз всего лишь. Розничные продажи они есть. Но он очень тихий. Это 300-й, самая большая их модель. 400-й. Двухканальный. Регулировок нет, ничего нету. В середине две фибры. Тоже надо вовремя чистить фильтра. Производительность хорошая, хорошо тянет. До того, как я поставил Шега, у меня вот этот один тянул все эти аквариумы. Но Шега тянет чуть больше. У него больше производительность, он больше тянет, но зато этот практически не слышно. Он очень тихий, эти компрессора. Для дома его можно поставить даже в спальне возле своего аквариума. Если аквариум в спальне стоит, его слышно не будет. Очень тихий компрессор. Ничего не могу сказать по этому поводу. Ну вот, как бы в общих чертах. Крутил я их все они одинаково сделаны. Тот же самый электромагнит, все то же самое. Все у всех одинаково, только разное по внешнему виду эти запчасти. На тетру запчасти есть, на шего запчасти есть, барбус мы выкидаем. На эти все запчасти тоже есть, но на эти я не сталкивался, потому что как бы они не сильно востребованы. Атман, тетра я запчасти покупал. Относительно цена и качество скажу, что не сильно дорого. Есть полные комплекты, которые идут вот на тетру. Там все резиночки, там еще и пластмассочки дают. Те дорого комплекты стоят. А те комплекты, которые чисто саму диафрагму, можно купить отдельно, поменять и все. Хотя она очень редко накрывается. Скажу честно. Какой твой самый любимый компрессор? Шага. Удивительно, да? Да, он шумный. Но он долговечный и хорошо работает. Очень хорошо работает. А если приложить руки, еще и выставить правильно магнит, не так, как выставленный с завода магнит. Но у меня там стоит Шего тройка, третий Шего, это самый большой среди их моделей. Ну, я его просто не достану, он у меня сильно далеко запрятанный. Он еще идет и с регулировкой потока. Но у него есть глобальная проблема. Здесь пыптик выход воздуха вот спереди, у того Шего сделанный вот здесь сбоку, и он внутри. Если прилипает трубка, и вы за трубку сильно тянете, вы можете отломать тот пыптик сам, куда надевается шлангочка. Поэтому и корпуса у них, как вы видите, они очень хрупкие. Если он упадет, он побьется. Но он хороший сам по себе внутри. Здесь даже вот видно, и по трубочке идет. Все отдельно друг к другу, никакой вибрации. Он не сильно вибрирует, он очень хороший. Ну, он шумноватый, будем так говорить. Но производительность у него очень хорошая. Очень хорошо качает. Он мне нравится самое больше. Поршневые юзал. Всякие ресаны, сансаны и тому подобное. Ну, я считаю, что эти компрессора должны быть где-то запрятаны отдельно или... В отдельном помещении. Да, потому что они очень шумные. Я не встречал такого компрессора, который не шумный. Я встречал, не помню модель, как называется, сансановский какой-то. Там 300, по-моему, что-то такое. Вот он не шумный. Среди сансанов тоже много компрессоров, которые не шумные. Очень много, которые хорошие компрессора. Сансан фирмы у меня нету, но мне нравится. Я покупал товарищам, мы запускали аквариумы. Хорошие компрессора, хорошо работают, хорошая производительность. Ничего не могу сказать. Не могу сказать про все сансаны, но те модели, которые я юзал, они мне понравились. Самый тихий компрессор, который ты встречал? Тетра. Это самые тихие компрессора. Ну и с ними можно поставить на одну линейку, это Сансан по тишине. Это без всяких там нюансов. Двухканальный, не помню, как модель называется, такой черный, и сверху два крутилки, он двухканальный идет. Они есть такие же и одноканальные. Ну, можно в интернете модель посмотреть, я могу сказать эту модель. Вот он по тишине такой же точно, как этот, даже может и тише. Ребят, мы сейчас не берем во внимание пьезовые компрессора. Да, не берем. И поршневые тоже. Только мембранные. Да, только мембранные. Ну, вот это вот мое мнение. Ну а еще, ребят, ожидайте видео, где Виталик покажет свою нанотехнологию. Да не совсем нано. С компрессором. Когда отключается электричество, у него автоматически подается воздух в аквариум. Но об этом мы уже расскажем в другом видео. Поэтому здесь ставьте пальчики вверх, если есть вопросы. Задавайте их. Задавайте любой вопрос по ремонту, по обслуживанию, подсказать, что по аквариумистике. Все, что знаю, все расскажу. За это деньги не беру. И в описании, как вы поняли, уже найдете координаты Виталика. Можете обращаться напрямую.
по ремонту аквариумов, фильтров и всего такого.